Друзья, если вам нравится контент, ставьте лайки, подписывайтесь. Ваша поддержка очень помогает каналу в продвижении. Проект Безликий. Дело номер 44/71/ОС. Рассекречено. Центральный архив КГБ СССР. Особый отдел. Спецбиология и аномальные явления. Гриф «Совершенно секретно». Хранить вечно. Дата фиксации инцидента. 14 ноября 1974 года. Место. Объект Заслон-7. Архангельская область. РСФСР. Глава 1. Протокол изъятия. Капитан госбезопасности Игорь Костров не любил северные командировки, особенно глубокой осенью. В этих краях тайга оказалась не живой, а замершей в предсмертной судороге. Серое свинцовое небо висело так низко, что верхушки вековых лиственниц буквально царапали тучи, а бесконечный мелкий снег с дождем за считанные минуты превращал грунтовку в вязкое месиво. УАЗ-452, мерно покачиваясь на ухабах, углублялся в закрытый сектор. На картах генерального штаба этой зоны не существовало. Здесь значился лишь глухой лесной массив, но за вторым кольцом колючей проволоки и пулеметными вышками скрывался поселок городского типа «Полуночное» и примыкающий к нему научно-исследовательский комплекс «Заслон-7». Костров вытащил из внутреннего кармана шинели пачку космоса, прикурил от дешевой пластмассовой зажигалки и взглянул на своего попутчика. Старший лейтенант Левин, молодой оперативник с бледным, заострившимся лицом, судорожно сжимал в руках папку с приказными листами. «Ты, Левин, главное, не суетись», — глухо сказал Костров, выпуская струю сизого дыма в щель приоткрытого окна. «В заслоне дураков не держат. Если из Москвы пришел приказ на полную консервацию и эвакуацию архива, значит, ученые-мужи опять докопались до того, чему в нашем материалистическом мире места нет. Наша задача простая – принять опечатанные сейфы, зафиксировать контур, вывести спецдокументацию и проследить, чтобы гражданский персонал подписал бумаги о неразглашении. 30 лет каторги за одно лишнее слово. Отличный стимулятор для памяти. Игорь Николаевич, а вы знаете, что именно они там изучали? Тихо спросил Левин, косясь на водителя-солдата. В управлении шептались, что объект курировал лично академик Глухов. Проект «Пси-фактор» или что там в этом роде. Меньше слушай сплетен на Лубянке, целее будешь, отрезал Костров. Наше дело, устав и приказ. Машина затормозила перед массивными железными воротами КПП. Солдат в маскировочном халате и с автоматом наперевес подошел к кабине, проверил пропуска с красной полосой, козырнул и нажал кнопку привода.
Ворота с тяжелым скрежетом поползли в сторону. Заслон 7 встретил чекистов зловещей тишиной. Поселок Полуночное выглядел вымершим. Двухэтажные панельные дома для семей сотрудников стояли с темными окнами. На детской площадке ветер лениво раскачивал пустую качель, издававшую тонкий ржавый писк. Административное здание института, монументальный трехэтажный короб из серого бетона, высился в центре площади. На крыльце их ждал исполняющий обязанности директора объекта, кандидат биологических наук Самойлов. Это был худой, глубоко сутулый человек в мятом халате, накинутом поверх свитера. Его руки мелко дрожали, а под глазами залегли тяжелые черные тени. «Товарищи из центра, наконец-то!» Самойлов попытался улыбнуться, но его губы лишь судорожно дернулись. «Мы подготовили первую партию документов, но возникли непредвиденные обстоятельства. В секторе Г произошел сбой». «Какой еще сбой, Самойлов?» Костров вышел из машины, поправляя портупею. «У вас по регламенту эвакуация должна была завершиться 4 часа назад. Где люди? Где охрана?» «Охрана?» Самойлов сглотнул. Его кадык судорожно дернулся. «Охрана осталась внизу. Понимаете, протокол номер 9. Мы пытались зафиксировать субъект, но информационный контур лопнул. Пойдемте, я покажу. Только ради бога не выключайте фонари, если пропадет свет. Оно не любит направленный спектр, но если наступает полная темнота, реальность начинает сыпаться». Глава 2. Сектор Г и его обитатели. Спускаясь на тяжелом грузовом лифте на -3 уровень комплекса, Костров внимательно изучал стены. Вместо привычной побелки или кафеля, стены шахты были покрыты толстыми листами свинца и стальной сеткой, так называемой клеткой Фарадея, экранирующей любые электромагнитные излучения. В подвале пахло озоном, паленой изоляцией и чем-то еще, резким, приторно-сладким запахом пересохшей старой бумаги, какой бывает в архивах, где книги не открывали 100 лет. Воздух был абсолютно сухим, во рту мгновенно появились неприятные ощущения песка. В 1961 году, во время глубокого бурения в районе Вечной Мерзлоты, на Кольском полуострове рабочие наткнулись на пустую полость. Тихо заговорил Самойлов, пока лифт со скрипом продвигался вниз. Там не было ни кислорода, ни газов. Идеальный вакуум внутри древней гранитной плиты. И там находилось это. Мы называли его субъект номер 0. В документах для Политбюро он проходил под кодовым именем Безликий. «Живой организм?» – спросил Левин, нащупывая кобуру пистолета Макарова. «Если бы, молодой человек». Самойлов горько усмехнулся. «Биология здесь бессильна. Это информационная аномалия. Сгусток чистой, концентрированной статики. Неэвклидовая структура, которая не имеет постоянной формы в нашем трехмерном пространстве. Оно не имеет лица, органов и плоти. Но оно обладает логикой, страшной, чуждой нам логикой архивации». Лифт остановился с глухим ударом.
Двери разошлись. Перед чекистами открылся широкий коридор, залитый тусклым, прерывистым светом люминесцентных ламп. Вдоль стен тянулись толстые связки кабелей. На полу лежали брошенные папки с бумагами, разбитые приборы и стрельные гильзы от автомата Калашникова. Костров присел, поднял одну гильзу, понюхал. Горелый порох. «Где комендантский взвод, Самойлов?» Голос капитана стал стальным. Они пытались стрелять, когда она вышла из изолятора. Биолог указал рукой в конец коридора, где виднелась тяжелая бронедверь со смотровым окном из кварцевого стекла. Но пули не могут повредить то, у чего нет физического объема. Объект просто прошел сквозь них. Точнее, он вобрал их в себя. Переписал. Чекисты двинулись вперед. Лампы под потолком начали мерцать чаще, издавая противный высокочастотный писк, от которого заломило зубы. Костров подошел к смотровому окну изолятора и заглянул внутрь. Помещение размером 5 на 5 метров должно было быть пустой стерильной камерой, но внутри все изменилось. Бетонные стены комнаты больше не были гладкими. Они покрылись миллионами микроскопических, идеальных прямоугольных ячеек, напоминающих страницы старых книг или картотечные индексы. Эти ячейки шевелились, вибрировали, словно живая кожа. В центре камеры стояло существо. У Кострова, видевшего за годы службы в КГБ немало страшных вещей, перехватило дыхание. Фигура существа отдаленно напоминала человеческую. Высокий силуэт в строгом, темном костюме, который казался частью его собственного тела. Но у него не было шеи. Плечи плавно переходили в продолговатый, абсолютно гладкий бледный овал головы. На месте лица не было ни глаз, ни носа, ни рта. Там на туго натянутой матовой коже непрерывным потоком бежали ровные микроскопические ряды печатных букв и цифр, словно чья-то невидимая рука с бешеной скоростью печатала на его голове машинно-написанный текст отчетов, протоколов допросов и фамилий. Текст полностью постоянно менялся. Строчки стирались и набегали друг на друга, создавая безумный гипнотизирующий узор. «Оно архивирует реальность», – прошептал Самойлов, пятясь назад. Стоит ему коснуться объекта, как тот теряет 3 измерения. Объект превращается в текст, в описание самого себя на плоскости. Оно собирает наш мир, как старый библиотекарь собирает книги на полку. Ему нужна идеальная, мертвая структура, где ничто не двигается и не меняется. В этот момент буквы на безликом овале существа замерли. Строчки выстроились в идеальные ровные абзацы. Костров присмотрелся сквозь кварцевое стекло и почувствовал, как по спине побежал ледяной пот. На лице существа четким шрифтом печатной машинки Эрика было выведено: Костров Игорь Николаевич, капитан КГБ СССР, год 1938. Ликвидация контура 14.11.1974.
Оно знает, как нас зовут. Выдохнул Левин. Его голос сорвался на панический фальцет. Существо медленно, плавно повернуло свой безликий овал в сторону смотрового окна, и кварцевое стекло толщиной в 10 сантиметров прямо на глазах пошло мелкой сеткой буквенных знаков, теряя прозрачность и превращаясь в матовую бумажную плоскость. Глава 3. Хроника сломанного пространства. «Назад, к лифту!» – рявкнул Костров, хватая Левина за шиворот и увлекая за собой. Самойлов бежал первым. Его халат развивался, как крылья безумной птицы. За их спинами раздался сухой, оглушительный треск. Это не был взрыв, это был звук, с каким рвется под гидравлическим прессом холст или плотный картон. Кварцевое стекло изолятора рассыпалось, но вместо осколков на пол посыпались серые плоские хлопья, похожие на конфеты, покрытые типографической краской. Лампы в коридоре начали гаснуть одна за другой. Свет не просто выключался. Тьма, которая наступала за спинами бегущих, была осязаемой. Она накатывала плотной, тяжелой волной, поглощая звуки, воздух и саму геометрию коридора. Они влетели в кабину лифта. Самойлов судорожно нажал на кнопку верхнего уровня. Лифт дернулся. Металлические тросы застонали. Но вместо движения вверх кабина замерла, а индикатор этажей начал выдавать хаотичные прочерки. «Кабели! Оно переписало систему управления!» – закричал Самойлов, цепляясь себе за волосы. «Мы заперты, свободных зон нет!» «Заткнись, Самойлов!» Костров вытащил из кармана тяжелый угловатый фонарь и направил луч на открытые двери лифта. Из темноты коридора, медленно, без единого звука шагов, выдвигалась высокая фигура в темном контуре. Вокруг нее пространство ломалось, как в дефектном зеркале. Стены коридора, массивные свинцовые плиты, теряли объем. Они становились плоскими, серыми полосами, на которых проступали бесконечные ряды инвентарных номеров и архивных штампов. Левин не выдержал. Молодой сержант вскинул пистолет и выпустил всю обойму в надвигающийся силуэт. Бах! 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 В замкнутом пространстве кабины выстрелы оглушили чекистов, но пули, долетая до безликого существа, вели себя противоестественно. Стоило свинцовому снаряду пересечь невидимую границу вокруг аномалии, как пуля теряла скорость, уплощалась в воздухе и превращалась в маленькую черную точку, печатный знак препинания, точку или тире, которая беззвучно падала на пол, ставший абсолютно плоским и серым. «Оптимизация носителя!» Раздался шелестящий, сухой хор голосов прямо в головах чекистов, минуя барабанные перепонки. Это был звук, с каким переворачиваются миллионы страниц старых газет в пустом читальном зале. Углеродные элементы содержат слишком много избыточной информации. Требуется приведение к единому архивному стандарту. Существо протянуло вперед длинную руку.
Пальцы, лишенные суставов и ногтей, казались нарисованными углем на сером холсте. Оно коснулось плеча Самойлова, который стоял ближе всех к выходу. Биолог даже не успел закричать. В долю секунды его трехмерное плотное тело начало стремительно терять глубину. Его одежда, свитер, кожа, очки – все спрессовалось, уплощилось, превращаясь в двухмерный силуэт на боковой стене лифта. Самойлов стал рисунком, детальным, анатомически точным чертежом самого себя, выполненным тушью на сером бетоне. А вдоль его нарисованного позвоночника побежали мелкие буквы. Самойлов В.А. Кандидат биологических наук. Дело закрыто. Архивировано. «Игорь Николаевич! Мама!» Левин упал на колени. Его рвало от дикого, непереносимого давления, которое аномалия оказывала на вестибулярный аппарат. Пространство внутри лифта сужалось, углы кабины переставали быть прямыми, сходясь под невозможными острыми углами. Костров понял, что через минуту они с лейтенантом пополнят эту чудовищную картотеку. Его рука, державшая фонарь, налилась свинцом. Кожа на пальцах начала зудеть, покрываясь едва заметными серыми квадратами, похожими на пиксельную сетку или типографическую матрицу. Вирус Безликого, информационный патоген, уже проникал в его нервную систему через сетчатку глаз и сухой воздух. «Свет! Самойлов говорил про свет!» – вспомнил Костров. Он переключил тумблер поискового фонаря на максимальный режим, так называемый «форсаж», использовавшийся для подачи сигнала в тумане. Мощная галогеновая лампа выдала ослепительный, концентрированный пучок белого излучения. Костров направил этот луч прямо в безликий овал существа. Глава 4. Протокол зачистки. Удар света оказался сродним физическому. Существо отшатнулось. Бегущие по его голове строчки букв мгновенно запутались, превратившись в хаотичный набор символов. Кракозябр и цифрового шума, ломаные контуры его тела начали дрожать и двоиться, словно изображение на экране телевизора при сильных помехах. Пространство вокруг лифта на мгновение вернуло свою жесткость. Нарисованный на стене силуэт Самойлова остался, но стены снова стали твердым свинцом. «Левин, вставай, твою мать! К аварийному люку!» – заорал Костров, удерживая фонарь двумя руками. Рукоятка прибора раскаливалась, обжигая ладони. Батарея внутри него свистела от запредельной нагрузки. Левин, шатаясь, поднялся, ухватился за скобы аварийного люка в потолке кабины и вышиб железную крышку. Они выбрались на крышу лифта, оказавшись в узкой темной шахте, где пахло мазутом и сыростью. Вверху, метров 20 над ними, виднелся спасательный просвет люка, минус первого этажа. Костров влез последним, одной рукой цепляя за стальной трос, а другой направляя угасающий луч фонаря вниз, в проем. Безликий восстанавливался быстро, стоило лучу света
сместиться в сторону, как строчки на его голове снова выстраивались в идеальные ряды. Существо начало подниматься по шахте лифта. Оно не лезло по скобам, оно просто перемещалось вверх, и вместе с ним серая плоская реальность архива расползалась по стенам шахты, стирая стальные тросы, бетонные балки и превращая их в бесконечные списки инвентаризации. Индикатор фонаря Кострова зловеще моргнул и перешел на красную зону. Свет начал тускнеть, сужаясь до блеклого желтого пятна. «Капитан, быстрее! Я держу!» Левин протянул руку из верхнего люка. Костров сделал последний рывок, выбрался на твердый пол коридора первого уровня и с грохотом захлопнул тяжелую железную крышку шахты, затянув ее винтовым замком. «Это не поможет, капитан!» – тяжело дыша, сказал Левин. Лейтенант сидел на полу. Его лицо было бледным, как мел. Оно перепишет замок за пару минут. Что делать? Костров поднялся, его левая рука почти не двигалась. Пальцы окончательно потеряли чувствительность, превратившись в матовую серую субстанцию, на которой проступали контуры букв. Вирус Безликого завершал свою работу внутри его тела. На объекте есть система самоликвидации. Костров посмотрел на часы. 3:40 ночи. Спецпротокол Омега. Подрыв подвальных секторов зарядами направленного действия. Самойлов говорил, у них в дежурке есть пульт. Они ворвались в комнату оперативного дежурного. Здесь царил хаос, разбитые коммутаторы, сорванные трубки телефонов засекреченной связи ВЧ. В центре стены виселся массивный стальной щит с надписью «Программа «Заслон». Экстренное уничтожение контура». Чтобы активировать систему, требовалось 2 ключа. Один на цепочке висел на шее мертвого дежурного офицера, который сидел в кресле с абсолютно чистым, стертым лицом. Безликий добрался до него через вентиляцию. Костров сорвал ключ с шеи покойника. Второй ключ должен был быть у директора, у Самойлова, который остался внизу в виде чертежа на стене. «Проклятие!» – прорычал Костров. Вдруг железная дверь дежурки за затылком Левина начала деформироваться. Металл толщиной в 2 пальца начал разглаживаться, теряя заклепки и швы, превращаясь в серый лист ватмана. Из этой бумажной плоскости медленно проступал объемный, безликий силуэт. Строчки букв на его голове бежали с бешеной скоростью, заполняя комнату сухим шуршащим гулом. «Второго ключа нет, капитан!» – закричал Левин, вжимаясь в панель управления. Костров посмотрел на свою левую измененную руку. Она уже не принадлежала ему. Пальцы вытянулись, суставы исчезли, а кожа стала плотной и серой, как картон. Но на этой руке, прямо на ладони, вирус вывел четкие печатные знаки. Ключ доступа, сектор Г, код 88-14. Здание архивировало его, превращая в часть своей системы. И вместе с плотью
переписывала его допуски в цифровой формат. «Левин, отойди!» Костров шагнул к пульту. Он засунул свой первый металлический ключ в левую скважину, а свою измененную серую левую ладонь со всей силы прижал к правому, считывающему устройству системы, оптическому экрану, предназначенному для проверки отпечатков пальцев. Электронная система пульта на секунду замерла. Индикаторы моргнули. Текст на руке Кострова совпал с кодом в базе данных объекта. Вирус Безликого задействовал сам себя для собственной ликвидации. На панели загорелся финальный транспарант. Внимание! Запущена процедура полного термического уничтожения. До взрыва 30 секунд. Безликое существо уже стояло в комнате. Его длинные угольные пальцы потянулись к лицу Кострова. Капитан чувствовал, как его мысли начинают замерзать, превращаясь в короткие, сухие телеграфные строки. Его человеческое «я» распадалось на архивные папки. «Беги, Левин, выполняй устав!» С трудом выговорил Костров. Его челюсть свело судорогой, а из глаз вместо слез потекли мелкие черные капли чернил. Старший лейтенант Левин бросился к окну, выбил стекло стулом и выпрыгнул наружу, на грязный снег площади. В ту самую секунду, когда подвалы комплекса «Заслон-7» содрогнулись от серии колоссальных подземных взрывов. Эпилог. Из отчета старшего лейтенанта Левина В.П. в коллегию КГБ СССР. Объект «Заслон-7» полностью уничтожен в результате активации протокола «Омега». Все подземные уровни завалены гранитной крошкой и затоплены грунтовыми водами. Субъект номер 0, Безликий, предположительно нейтрализован и погребен под толщей бетона. Капитан Костров И.Н. погиб при исполнении служебного долга, пожертвовав собой ради предотвращения утечки информационной аномалии за контур объекта. Рекомендую установить вокруг поселка Полуночное зону отчуждения радиусом 50 километров. Всю документацию по проекту «Пси-фактор» уничтожить методом сожжения. Прошло 2 года. Старший лейтенант Левин, получивший звание капитана и перевод в Тихий архив Московского округа, занимался разбором старых дел военного периода. В архивном хранилище на глубине 10 метров под землей царила идеальная, стерильная тишина. Пахло старой бумагой и сухой меловой крошкой. Левин потянулся к верхней полке, чтобы снять пыльную папку с надписью «Дела штрафных батальонов, 1943 год». Он открыл плотный картонный переплет, перелистнул желтую страницу, покрытую блеклыми фиолетовыми штампами, и замер. В самом центре старого военного документа, среди списков погибших под Сталинградом красноармейцев, идеальным свежим шрифтом печатной машинки Эрика было выведено: ошибка адресации. Контур не был закрыт. Мы продолжаем сбор данных. Капитан Левин, ваша карточка готова. Левин судорожно опустил взгляд на свои руки. На большом пальце правой руки
Прямо в центре уникального папиллярного узора кожи медленно и четко проступала маленькая, идеально ровная печатная буква «А». Архивация продолжалась.